Всем привет, меня зовут Сергей Нева, и вы на канале Не Ноль. С первого дня с этим проектом все пошло по нестандартной схеме. Кузов привезли в ужаснейшем состоянии. Да, конечно, владельцы советского автопрома скажут, что на таком еще ездить и ездить, но под такой глобальный проект обычно люди выбирают уже и кузова подобающего состояния, то есть как можно более в идеальном состоянии, чтобы меньше с ним было кузовных работ, чтобы внутренние все полости были в идеальном состоянии, и потом этот проект жил как можно дольше. И мне, конечно, подкинули задачку, и ее придется решать. Уже более 2 лет длится процесс реставрации и трансформации этой машины, и сейчас мы сможем посмотреть первый, хотя и промежуточный итог. Это Mitsubishi Eclipse третьего поколения с очень отличающимися от заводских техническими характеристиками. Вместо рядной четверки сюда мы поставили мотор V6 Twin Turbo 6А13 и переделали ее из переднеприводной в полноприводную. Все работы, которые я проводил с этой машиной, я выпускал в рамках своего сериала Save the Eclipse, 2-й сезон. И в этом сериале было 2 участника, и по одному из них заканчиваются все работы, он уезжает, и работы с этой машиной пойдут в рамках нового сезона Save the Eclipse, 3-го сезона. Кузов этого Эклипса еще до начала всяческих работ с ним мы отвезли на пескоструйную обработку, но глубина и количество коррозии было настолько велико, что продолжать с ним работы было просто нерентабельно. А самое главное, все кузовные детали, внешние кузовные детали, практически каждая из них требовала кузовного вмешательства, кузовного ремонта, и нам пришлось искать новый кузов.
Этот кузов, конечно, в более лучшем состоянии. По крайней мере, все кузовные элементы у него целые, и днище не такое ржавое, практически как новое. Но вот передние чашки уж точно пришлось переделать. И, конечно, уже на нем можно взяться за первую глобальную переделку. Это переделку под полный привод. Для того, чтобы машина стала полноприводной, нужно, чтобы двигатель через трансмиссию начал крутить не только передние колеса, но и задние колеса. А для этого нужен задний редуктор. Для того, чтобы установить задний редуктор, нужен задний подрамник под задний редуктор и все кулаки, рычаги, привода. Топливный бак, как и все его крепления, тоже, конечно, приходится менять. Под них приходится делать все закладные, все крепления. И сам бак меняется на тот, у которого есть проход под кардан. Ну и, пожалуй, основная проблема – это запихнуть сам кардан в этот узкий тоннель кузова и потом расположить здесь же еще и выхлоп. Для этого также приходится делать свои крепления для кардана, потому что оригинальных креплений для этого кузова вообще не существует в природе. Каждый из этих процессов, который я делал с этим Эклипсом, конечно же, отражен в видео на моем канале. И все эти серии войдут в 3-й сезон в плейлист. Поэтому подписывайтесь, смотрите предыдущие серии, чтобы более детально увидеть все происходящее. Ну, а на будущее напишите в комментариях, хотите ли вы больше видеть процесса или больше видеть объяснения этого процесса. С передним подрамником тоже выходит все непросто. Стандартный железный подрамник больше не подходит, потому что мотор V6, у него 2 турбины, и одна из них упирается в этот подрамник, и приходится устанавливать вот такой вот алюминиевый, более узкий и более высокий. Для того, чтобы установить как с завода, пришлось воссоздать крепление с 3-литрового кузова, которые позволяют установить этот подрамник прям по заводским точкам, переварить все закладные, и теперь это все вот в принципе как штатное для этой машины. Сам же подрамник тоже приходится резать и переваривать для того, чтобы организовать проход для кардана в тоннель машины.
Под днищу все обработали эмалью, залили эмалью, это Raptor в цвет кузова. И, в принципе, наверное, даже в дальнейшем не придется наносить антикор на эти полости, а оставить можно будет их в цвет кузова, что довольно-таки симпатично. Но и техническая составляющая всего этого проекта также проходит реставрацию. Детали очищаются, красятся, гальванизируются, что приводится в красивый заводской вид. И хотя не все очищенные и покрашенные детали станут новыми, но для многих это как раз практически вторая жизнь. Я уже показывал детальный процесс переборки коробки передач, сборки редуктора, покрашенные кулаки, привода. И это все еще ждет впереди. Так что, кому интересен этот проект, конечно, подписывайтесь на канал. Ну и ставьте там какие-нибудь лайки. Но теперь, когда ощутимых изменений с кузовом больше делать не надо, мы везем опять этот кузов на пескоструйную обработку. И как это обычно бывает, мы привезли этот кузов на покраску в первый сервис, но жизненные перипетии не позволили этому процессу запуститься, и мы его перевезли в другой сервис, где, собственно говоря, и начались работы по установке обвеса и покраски кузова. Еще до начала этого проекта к нему закупили обвес. Обвес – это вообще штука такая индивидуальная, на вкус и цвет, как говорят фломастеры, все разные. И это, как обычно, 10-я копия с 5-й копии. И, конечно же, она вся кривая, в ужасном состоянии. Ну, такие уж продаются. Сейчас весь кузов покрыт технической пленкой для того, чтобы все дальнейшие работы, которые с ним буду производить я, не нарушили лакокрасочное покрытие.
и поэтому он выглядит немножечко стрёмно. Во внешний вид добавился заборник на капоте. Его интегрировали прям в сам металл. Это пластиковый заборник с вот такими вот жабрами. Функционал этого заборника, конечно, трудно недооценить. Температура под капотом ожидается немалая. Колесные арки также расширили с помощью вот таких вот фендеров. И я надеюсь, на новой подвеске и новых колесах это все будет смотреться бомбически. Сейчас эти колеса нужны для того, чтобы кузов можно было перевести на новое место, а точнее ко мне. Задние крылья также с фендерами и тоже имеют очень приличный вылет. Изначально пороги, которые шли с этим обвесом, представляли собой цельную деталь от начала до конца. И было запланировано производителем так, что она, как несъемный элемент, прикрепляется к переднему крылу, к порогу и к заднему крылу. И это все никогда отсюда не снимается. Мы же порешили, что детали все должны быть съемные. Переднее крыло – это отдельный элемент. И сделали их из нескольких частей, которые разъединяются и, в общем-то, крепятся независимо друг от друга. Задние, как и передние бампера, адаптировали к этому кузову. Изначально было ощущение, что вообще обвес сделан не для этого кузова. Он, как обычно, пропеллером и в 3 раза толще. Но вот сейчас все встало на свои места и также занял место вот такой вот крутецкий спойлер. Как обычно на гоночной машине должен быть такой. Машина у нас теперь турбовая, даже твин-турбовая. И в переднем бампере, конечно же, будет виден интеркулер. Ну или то, что мы туда поставим, потому что сетап этой машины все-таки будет не совсем классический. И что с ней будет в дальнейшем делаться, я, конечно же, покажу. Процесс покраски кузова и установки с подгонкой этого обвеса занял практически год. И если мне кто-то в комментариях напишет, что это очень долго, то я вам отвечу: вы ничего не понимаете в кастоме. Заднюю крышку багажника мы искали практически 3 месяца. Мы пересмотрели все, которые есть в продаже. Какие-то покупали, даже щупали, но большинство из них в отвратительном состоянии. Внутри коррозия проела внутренние слои металла, и такие крышки, они буквально на пару месяцев, а потом их опять-таки придется реставрировать. Оттого и получаются такие сроки проведения работ, потому что каждый элемент от подобной машины, он практически недоступен. Их мало в продаже, их мало БУ, и поэтому это все очень сильно удлиняет сроки. Салон этой машины также весь облагородили, очистили его от ржавчины и покрыли базой. В дальнейшем, я думаю, что его еще ждет какая-то шумовиброизоляция, но, как и все работы, которые с ним предстоит делать, они еще будут впереди. Сейчас, конечно, весь этот новопокрашенный кузов находится в защитной пленке, обвес висит на скотче, и это не дает полной картины, как это будет все выглядеть в финале. Но тем интереснее будет смотреть далее, потому что впереди еще не одна серия. Не забывайте об этом. Ну и подписывайтесь на канал, если вам интересен этот проект. В итоге кузов этой машины стал белым, и основное сочетание 2 цветов, черного и белого, я думаю, послужит основной комбинацией в цветовой палитре этого проекта. Будут какие-то алюминиевые детали, плюс-минус красные кулаки, куда без них, но основное сочетание будет такое. Напишите в комментариях, как вам эта идея, нравится, нет, какие элементы вы бы покрасили в другой цвет, напишите в комментариях. Ну а теперь, когда эта машина опять в моей мастерской, предстоит долгий и кропотливый процесс ее сборки. И это будет 3-м сезоном Save the Eclipse. В нем предстоит отреставрировать мотор, собрать все компоненты полного привода, провести все магистрали, все обслуживающие системы типа впуска, выхлопа. Так что впереди вас ждет много интересного.
И хотя по своим техническим характеристикам эти два проекта чем-то схожи, Seiza Eclipse номер 2 и Seiza Eclipse номер 3, но, конечно же, в деталях будут большие отличия. Все технические решения, которые были применены здесь, будут отличаться от тех, которые будут применены там. И общий останется только одинаковый мотор. И то, скорее всего, его внутренняя начинка. Так что подписывайтесь на канал, ставьте лайки, дизлайки. Не забывайте про мой дополнительный канал, называется он NeloFAQ, на котором я отвечаю на ваши комментарии в виде видео-ответов. Подписывайтесь на этот канал тоже. На этом это все. Всем удачи, всем пока.